Кстати, помутнение в глазах у меня все еще есть. И вероятнее всего агенты вируса во мне еще остались какого-то вот этой вот болячки, короче. Не будем называть это уже вирусом. Ну и деревья, я думаю, стоит все-таки потряхивать иногда, раз уж упало что-то. Так как тетрик у меня еще есть, то я сейчас съем еще одну, дабы полностью вылечить мою болячку. Вот так вот сделаем. Там вывести агенты, вот это вот все. КП опять пошло вниз. Кстати. А ничего режущего я так и не нашел. Ну вот, кстати, помутнение в глазах может быть у меня из-за того, что неполное ХП. Есть такое подозрение. Потому как я съел вот эту вот еще тетрациклинку, но помутнение никуда не делось. Как было, так оно и есть. Ну что же, двигаться куда-то дальше я особо смысла не вижу, все равно не добегу. Пробежимся тут по нижним домам. Авось что надыбаем, но а не надыбаем, то здесь и останемся. Как бы скоро я перестану бегать вообще. Где? Где Кряхтун? А, понятно. Ну вот, и тем более там на пути мне особо-то ничего и не встретится. Хочу в бар попасть. Имею желание, нет возможности. Да ладно, попадем. Не беда. Да, вот опять же интересно написано: убийство, воровство в ПВП... Ой, в ПВЕ. ПВЕ. Зоне бан. Ну... Где ПВЕ зона? Вот я сейчас в ПВЕ зоне. По идее, да, ведь основное название сервера ПВЕ. То есть должна включаться ПВПшка только в определенных местах. Иначе бы сервер надо было назвать ПВП+. Как бы это логично. Поэтому... О, загорка. Есть некоторые непонятки насчет этого. Где же все-таки ПВЕ есть, а где его нет? Может, конечно, плохо читал, опять же, информацию. Но вроде ничего не нашел, не знаю. Подозрительно долго я живу, кстати. Уже пора бы и откиснуть. Я ведь так, глядишь, и ножик найду. А то ишь ты, развыживался тут. Как громко все это. О, зомбарь на крыше. Ты что там делаешь? Развлекаются как могут. Веселые ребята. Ого. Вот этот поворот. Че, живем, что ли? Блин, прошлый раз с яблонями так не перло. Интересно, интересно. А ведь не все потеряно. Еще сливка. Красиво. Ща, глядишь, ХП под вот это самое. Только ты на меня не смотри. Я тут тряхану по малой. Ну, нет и нет. Что-то валяется, изолента. Наверное, нужная вещь. Не зря же лежит. О, могу штаны изолентой починить. А давай, чё нет-то. Давай чинить. Полмотка ушло. Ничего себе. Поношено, влажное. Давай-ка мы пока заменим вот так. Они потише будут.
тому же в мокрых ходить как-то не нравится. Так, и оружие, кстати, не чинится ли? А, нет. Ну ладно. Все-таки добью я штанишки. Ну и изоленту заодно. Вдруг потеплее станет. Ну, раз уж такие дела, пропускать фруктовые деревья мне не стоит. Так что будем трясти все подряд. Вот, кстати, их тут есть маленько. Ну и домики навестим. Какой-то я грязный становлюсь. Однако. Надо будет помыться. Ну и механику там посмотреть. Чё как работает. Можно ли помыться просто так, или нужно там приспособу какую иметь? Тоже ведь надо знать. А то без знания механик выживать-то такое себе на самом деле. Я вот маленько почитал, но многого не знаю, конечно. Вероятно, мое бы положение было бы лучше гораздо, если бы я получше знал механики. Потому что вот кроме как сделать нож там из коры, там вот это вот всего, из лезвия, которое надо найти, там, точнее не найти, а скрафтить с камней. Что-то упало. Хорош. Одно только. Одно, ну и ладно. Мне и одного хватит. Сейчас отбреду подальше от этого. Ой, еще деревья. Отбреду подальше и помоюсь. Вот в этом же ручье. Еще одно. Грушка, грушка, хорошо. Нормально. Живем. Неужто? Вот этот поворот. А я уж было помирать собрался. Рановато, видать. Еще помоюсь. И вообще по красоте все будет. Тут деревьев-то, ё-моё. Тряси не хочу. С парочки-то точно что-нибудь упадет. Так, у меня голод опять намечается. Но это ничего. Это мы поправим. Блин, бабка. Вот, наверное. Сейчас и будем поправлять. Пока ХП опять вниз не пошло. А бабка отвлечется, сходим помыться. Так, бабулька вроде ушлепала. Сейчас мы деревце тряханем. Оп. Нету. Вроде тут все спокойно. Можно помыться. Можно ведь? Вроде да. Ну, должно быть можно. Выпить. Сейчас посмотрим. Надо вроде как скинуть всю одежду. Типа прям вообще всю. Так, так, рюкзак, шапка. Это оружие тоже скину. Типа нет. Помыться. F. Блин, я мерзну жестко. Может, не надо было в воду заходить? Давай-ка я выйду из воды, а? Выпить, помыться. Блин, дождь начинается. Все, короче, помывка закончилась. А то я тут сейчас околею. Ладно, спрятался я пока в сарайчике. Пережду дождь. Ну, заодно и подремлю здесь. Место хорошее. Тепло, сухо. Приятно, в общем. Выжил пока. Не знаю, надолго ли. Но стратегический запас еды у меня имеется. Главное нож найти. А там посмотрим. Перчик. Еще покушать. Кстати, нашел 2 грушки. Что тоже весьма неплохо.
Так, что у нас? Ну, жидкости оно не прибавляет, это понятно. Неплохо было на самом деле груши запечь. Вот к чему я. Так-то они калорий дадут побольше. Ну и даже не знаю, у меня 3 патрона осталось, кстати. Только на записи. Я заметил, что я заряжаю по одному патрону. Да. Совсем забыл, что нашел оружие это вместе с магазином. Ну, бывает. Ладно, так вот о чем я думаю. У меня 3 патрона, да? Можно было бы сходить на блокпост. Который, кстати говоря, тут не так уж и далеко. Но я не уверен, что мне этих патронов вообще хватит. На тех зомбарей-вояк, которые могут там быть. Но это возможность раздобыть что-то полезное. Оружие, может быть, даже быть нож. А почему нет? Вдруг. И, возможно, это стоит того, чтобы рискнуть маленечко, да? Кстати, есть ягоды. Ну, оно и понятно, потому что тут есть крафт медицины. Собственно, из ягод там, в ступке, вот это вот все. Но пока, наверное, их буду просто хавать. Просто потому, что мне надо еда. Хотя еды на самом деле дало очень мало. Ну, для меня и это пойдет. Даже такой маленький процент калорий. Двигаюсь я все же к военному блокпосту. Курица. Блин, слышу курицу, думаю, о, еда. И тут же вспоминаю, что нифига. Поесть не получится, блин. Тут я и забыл, что тут закрыто. Опять не смотрю. Ни на двери, ни на что. Ломлюсь куда попало. Настойка йода. А вот это уже пойдет. И ягодкой закусим. Йод это хорошо. Йод это обработка ран от заражения крови. Так что очень полезно. Опа! Вот это да! Еще и с водичкой, походная кастрюлька. Здравствуйте. Какая она необычная, я бы сказал. Так, что-то туда напихать, чтобы это у нас все. Ну вот так вот пусть будет. Занимает всего 4 слотика, вообще отличная вещь. Шикарная, я бы сказал. Походная кастрюлька, в принципе. В принципе, а зачем в походе больше, да? Вот эти вот огромные казаны таскать. Тяжеленные. Маленькая кастрюлька вполне себе хватит там разогреть какую-то еду. В походных условиях. Было бы круто, если бы можно было из цельной курицы сварить какой-нибудь бульон. На самом деле прикольно бы было, хотя это бы упростило выживание. Типа закидываешь целую курицу, там отвариваешь, и у тебя бульон, который дает... Понятно. Немножко калорий, но в то же время ты как бы вот не таскаешь, как я сейчас с собой, 10 куриц, которые девать-то по сути некуда. Так, если мне не изменяет память, вот на этом вот холмике находится блокпост. Как бы это ни стало последним моим местом, где я буду ходить. Что за хрень? Какие страшные звуки. Фруктов нет, посмотрим грибы. Грибов нет, но нашел еще одно яблочко. Да. Ну, это тоже неплохо. Если уж буду совсем помирать, то его съем.
Хотя неплохо бы было найти грибочков, сварить там их, покушать. Ну да ладно. Я уже совсем рядом с этим самым блокпостом, буквально вот через дорожку и на холмик. Все же, чтоб хоть как-то уберечься. Ну или уберечь себя от моих прошлых ошибок, я буду заходить не с той стороны, как я это делаю обычно, и подыхаю там, а вот с этой. О, опять курица. Там есть сарайчик. Я уже слышу зомбарей. В сарайчик я могу в крайнем случае забежать, и может быть, а вон он. Может быть, они меня и потеряют. Я благополучно срулю. Так, что тут у нас имеется? Ну, пока смысл вот этой вот тряски, могу предположить, что только усложнение ПВП системы какой-нибудь, да? Что, к примеру, прицелиться она будет мешать, и очень даже сильно. Так, ну туда я не пойду. Меня больше интересует вот эта вещь и палатки. Надо не забывать, что у меня только 3 патрона. Блин. Что-то меня, по-моему, окружают. Да, заметил гад. Гадский папа. Залезай. Так. Тихо, тихо. Не кричи так. Ишь ты, еще и тут руками машет. Сейчас я консервным... Ах ты гад. А, я тебя понял. Я тебя понял. Похоже, это действительно станет мое последнее приключение. Да. Здрасте, ребята, а я не к вам. Извиняюсь. О, кассета. Так, у меня кровотек. Ну, поход что-то не очень хорошо пока идет. Мы поняли, что с одного выстрела 9 военный зомбак ни хрена не умирает. Это, пожалуй, первое. Второе, то, что у них длинные руки, и они меня достанут где угодно. Хотя бьют они не очень быстро, на самом деле. Ну и вот так вот есть... я еще и устаю. Есть какой-то шанс убежать. Вот как я сейчас, например, это сделал. Что-то мне кажется, тут слишком пусто и слишком людно, чтобы я сюда шел палаткам тем. Хотя я, в общем-то, в них даже не заглянул. Ну, посмотрим. Если мне удастся сейчас избавиться от этих граждан, то я попробую туда сходить. Если нет, то я отсюда лучше свалю. Кстати, я не сразу заметил, но появился значок открытых боевых действий. Его можно заметить в правом нижнем углу. То есть на подобных блокпостах разрешено ПВП. Ну, теперь буду знать, как это отображается. Зомбаки на первый взгляд разбежались. Хотя что-то они возвращаются. А вот, завыли. Завыли, значит, все. Теперь другой вопрос. Как мне отсюда свалить? Ну, один явно где-то там. К сожалению, по вот этим вот звукам... Ну, то ли я просто не привык. Но вот
крайней мере, пока я совершенно не могу определить, на каком они даже примерно расстоянии находятся. Громкие, звуки очень резкие. И мне довольно сложно понять это все дело. Кассету уж брать не буду. Но один где-то там. Второй где-то вот прям здесь. По крайней мере, шаги вот прям вот здесь вот. Буквально в 5 метрах от стены. Через щелку двери ни хрена не видно. Но разочек взглянуть можно. Ага, я вас понял. Как они синхронно сопят. Еще один здесь. Блин, сколько тут их реально много. Еще что я заметил. Зомби военные видят гораздо лучше своих собратьев. Вот что я заметил. Так, тут как раз дыдочка. Ой-ой-ой. Валим, короче, пока есть такой шанс. И заодно посмотрим, когда исчезнет этот значок. Зоны боевых действий. Я не обратил внимания, может даже надпись какая-то появлялась. Ну, наверное, уже можно. Да и мне хочется свалить с этой зоны, потому что, ну, любой кипарь меня щелкнет из какой-нибудь там того же спортера, который, в принципе, реально найти. А чё он не исчезает? А вот, вы покинете зону боевых действий через 7 секунд. То есть, в принципе, тут установлен, ну, похожий тайминг, как на ПВЕ. Вот, все, вы покинули. Наверняка она где-то вот там вот только началась. Ну, возможно, даже гляну, если не забуду, когда буду монтировать, чтоб, ну, наверняка знать, что ли. А сейчас, по-моему, там у нас Дубово. Или как-то так оно называется. Ну, короче, туда и двину. А что еще остается? Хотя там лута особо никогда не было. Но надо двигаться. Надо двигаться дальше. Кстати, у меня появилось еще одно некое ощущение, что стамина, вот когда у меня вот эта вот усталость пожелтела, стала восстанавливаться медленнее. Потому что вот сейчас вот я перепрыгнул, ну хотя это ничего не дало. Вот я подпрыгнул, и она с такой какой-то задержкой восстанавливается. Я на это не обращал внимания, но возможно именно это от того, что я уже маленько подустал. Тоже надо это не забыть и перепроверить, когда высплюсь. Тетенька бежит. Заметила прям так далеко, кстати. Он кричит, недовольная. Блин, я так уже набегался на самом деле. До свидания. А вот поесть-то я так и не поел. А вон еще. На самом деле, мне кажется, я тут теряю время просто. Тут отродясь вообще ничего не спаунилось. И мне кажется, вряд ли это меняли. Вот единственное, что вот здесь, в этой электрощитовой, может что-то быть. Фруктов нет, понятно. Но я туда не пойду, потому что там в опасной близости зомбаки. А вот деревья стоит на самом деле проверять. А то скоро станет голодно. А грушки бы хотелось все-таки сварить. Так, ну пока что из плюсов что мы имеем? Я вышел на какую-то дорогу. Это, несомненно, плюс.
Сдается мне, что эта дорога ведет нас на северо-восток, получается, плюс-минус. И выйдет она к лагерю. В лагерь зайти было бы неплохо. Но опять-таки, по-моему, свариться там особо негде. Придется хавать сырыми, скорее всего. Но я нашел еще одну грушку. Так что в крайнем случае пожую ее. А пока побреду в лагерь. Угу. А вот и лагерь. Лагерь-лагеречек. Так, медик уже вижу. Начался дождик. Это, наверное, даже на руку. 2 медика. Строитель. Дед. Все с этого края. Пожалуй, обойду. Еще курица. Да, если был у меня нож или топор, то в принципе в еде бы я никакого дискомфорта не испытывал. Вот она. Сидит. Но у меня нет ни того, ни другого. Копаться в земле я пока не могу себе позволить, потому что мне еще палки ломать. А бинта у меня осталось. На 1 раз у меня осталось бинта. Ну, кстати, есть йод и тряпки. Возможно, придется использовать их. Так, пока у меня есть шанс, я сейчас сделаю опорожнить и наберу чистой воды. Заодно, вероятнее всего, мне бы неплохо было бы отпиться. Здесь же у нас... Так, и чё это? Только не говори, что ты тут не рабочий, а я воду вылил. Да ладно, ты тут не работаешь, серьезно? Блин, хреново дела. Я еще и воду зря вылил. Вот это я опрометчиво, конечно, поступил. Не подумал. Не, ну мысль была такая, но... Блин, голод красный. Но честно, я как-то эту мысль отбросил из головы. О, охотничья куртка средняя. Ну, блин. Так-то это высокая. Но я, наверное, ее пока возьму. Мало ли что. Какие-то новые звуки. Явно атмосферы. Так, надо зайти в сарайчик и подумать, куда мне двигаться дальше. Так неожиданно вылезли сообщения. Я уже думал, внеплановый рестарт подъехал, но нет. Посмотрел я карту, сверился плюс-минус с направлением. Ну и вроде как... Ну ты чё? Серьезно застрял? Ладно. Плюс-минус, если побегу вот так, выйду на ту же дорогу, по которой я шел, и по ней дойду до Могилевки. Правда, путь не близкий, но это ближайшее поселение. Придется идти туда. Ну вот, кажись, с горем пополам дошел ей до Могилевки. Обыскивал каждое деревце, каждый кустик, все трес. Ничего не натрес. Да. Еды у меня не осталось. Доел я последнюю игрушку. Вот она еще до сих пор пополняет мне голод. Ну и все, чего я жду от Могилевки, это еда. Не найду еду здесь, вряд ли еще куда-то дойду. Так, бандана. Бандана рвется. Разорвать. Ну, надо рвать. Страшно, страшно. О, 5 тряпок, неплохо.
Страшно, но громко. В скором времени надо мне разжигать костер. Уже просто потому что спать. Наверное, как станет красным этот полумесяц, тогда... Леггинсы. Ну-ка. Красавец. Но я бы хотел остаться до сюда. Двоих. Все, леггинсы испарились. Ну да. Вот так вот опасно переодеваться. А то примеряешь штанишки, а твоих уже как не бывало. И лута вместе с ними. Штаны карго еще и с батареечкой. Ничего себе. Высокая, но на 24 слота. Тут средняя, кстати. Давай-ка я пока переоденусь, чтобы не мерзнуть. Точнее, чтобы мерзнуть меньше. Пока у меня в слотах особой нужды нет, но штанишки я опять же с собой возьму. Пусть будут. Очередная курица. Блин, я на самом деле лутаю тут вообще каждый домик, каждый сарайчик, даже к тому схожу. И почти ничего не нахожу. Ну как почти? Так и есть, ничего не нахожу. Я нашел рубашку и бандану и все. На весь город. А я облутал вообще каждый уголок. Не знаю, может, конечно, передо мной только что прошлись. Но что-то мне подсказывает, что тут больше ничего и не было. Что ты опять замерз? Влажная, влажная. А, ну да. Понятно. О, кто-то себе пристроечку организовал. Газеба. Вот оно что, газеба-то. Смотреть. Состояние вещи 100 из 100. Ну, наверное, здесь можно типа от зомбей защищаться. Я тоже где-то поставил пол газебы. Кстати, наверное, недалеко здесь. Я уже по второму кругу бегу. И, честно говоря, хз, что делать. Еды я не нашел. Вещей тоже. А это, наверное, была у меня последняя надежда. Да, голод у меня опять красный. Я тут все бегаю в поисках чего-нибудь. Ну и все-таки пока еще не помер. Хочу все-таки озвучить свое мнение по поводу ножей. Да, тут есть еще один крафт ножа из запчастей, который, кстати, я бы, наверное, смог сделать, если бы был более внимательным и собирал все подряд. Но я не стал брать запчасти, потому что заботился о своей стамине, которая оказалась тут больше. Ну, что ж поделать, это мое незнание как бы самих механик проекта. Ну, к этому ножу вопросов нет, он полезный, его возможно сделать, хоть там требуются ингредиенты, которые, ну, не так часто находятся, но тем не менее я их нашел. Причем все, как запчасти, так и изоленту, из которой она делается. Ну, а вот касаемо все же ножа из вот этого вот самодельного лезвия, ну, все-таки оно под большим вопросом у меня остается. Так как, ну, не знаю, я его не сделал и, наверное, не сделаю. И даже, наверное, если смогу его сделать, то делать я его не буду, потому что нужды в нем не будет. Ну, скорее всего. Так как, опять же, если мне есть чем вырезать рукоятку, то зачем мне делать нож? Пока это как-то не укладывается у меня в голове, возможно. Надо самому для начала сделать это.
посмотреть, как это все выглядит в реале, а не вот так вот надумано. Тогда все станет наиболее понятно. Ну что же, а я тут все круги наворачиваю. И, видимо, буду наворачивать дальше, пока не помру. Бежать куда-либо уже не имеет смысла. Хотя, возможно, и стоит попробовать. Умру я в городе или умру по дороге. Ну, большой разницы я не вижу на самом деле. Единственное, что мне стоит сделать и о чем я подумал, а работают ли колонки вообще на севере? Может, они просто отключены? Ну и как бы мне для этого надо навестить колоночку. Да, кстати, колонка рабочая. Видимо, тогда либо мне просто не повезло, либо в лагерях они отключены. Вот такое вот дело, скажем так. Ну а я, наверное, сейчас попробую все-таки добежать куда-нибудь. Может, в лесу удастся, не знаю, что-то найти, съесть. Ну а если нет, то покажу, как помру. Что ж поделать. Надо сразу проблеваться хорошенечко. Ну да, это я не специально, естественно, это я просто заболтался. Ну, бывает, что поделать. Просто я уже мысленно умер. О, кастрюлька побольше. Ну, возьмем. Пусть валяется. О, трекинговые. Вот трекинговые, кстати, кайф. Эти я, наверное, выкину, а эти все-таки потаскаю. Мало ли как. Ну, какой-то лут хотя бы в конце деревни. А я выхожу из Могилевочки. Да. И двигаюсь в направлении Вышного, получается. Если дойду. В чем, конечно, сомневаюсь.